Приветствую вас, уважаемые друзья и гости моего канала. Меня зовут Арина. В этом видео мы посмотрим, какой характер, какая сущность и какое предназначение у людей, которые рождены 10 числа любого месяца. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Впереди у нас много интересных видео. Ставьте обязательно лайки, пишите комментарии. Я всегда буду рада. И начнем мы с характера этих людей. Какая же у них особенность? У этих людей переменчивый характер. Иногда их просто несет. И в том случае, когда они не знают, куда идут и чем все закончится, они полагаются на везение. И в таких поведенческих моментах немного может просматриваться непостоянство. Конечно же, у этих людей есть способность быть лидером, но иногда они ведут за собой людей, не зная окончательной цели. И когда они попадают в нелепые ситуации, вот здесь они пытаются со всех сил выкручиваться и решать проблемы, которые зачастую они сами же и создали. И у них, конечно, есть способность, и, наверное, для этого она им дана. Они могут решать трудные проблемы и распутывать сложнейшие узлы. И даже многие люди обращаются к ним за помощью. И как бы там ни было, у них светлый ум. И при всем при этом их нельзя назвать душой компании, потому как они переменчивы, и они всегда выбирают, с кем им общаться, когда и о чем. Одно из таких слабых и параллельно сильных качеств – это соперничество. Они очень сильны в этом, и их в соперничестве совершенно невозможно остановить. Здесь, конечно, накладывается чувство азарта, какой-то игры, авантюризма. И зачастую этим людям не всегда важна цель этого соперничества, а главное процесс. Они могут рвать конкурентов, так сказать, на части и заявлять, что они способны проявить, либо же просто попробовать свои силы в любых направлениях. Но когда им иногда дают шанс, они не знают, что дальше делать. Многие, конечно, из этих людей, которые рождены 10 числа, умеют балансировать благоразумие и риск. Но это же, конечно, в том случае, когда человек реализован, либо же стоит на пути своей реализации. Они совершенно спокойно могут быть в одиночку, жить в одиночку, действовать в одиночку и всегда готовы принимать удары судьбы. Но нужно понимать, что эти удары судьбы зачастую они сами себе создают. И, конечно же, с опытом, когда эти люди видят, к чему приводит некое поведение, некие действия, они, конечно же, останавливаются и все чаще и чаще делают меньше ошибок в жизни. Потому как проблемы, которые эти люди сами себе могут создавать в силу переоценки своих возможностей, они могут превращаться в некие комплексы, с которыми потом этот человек живет и борется. И потом эти люди с кучей недостатков либо проблем личного характера могут принести вред не только себе, но и социуму. И иногда такое ощущение, что с этим бороться бесполезно. И да, с характером таких людей, с подобными чертами бороться бесполезно до тех пор, пока этот человек сам не придет к тому осознанию, что так нельзя, либо же не нужно, убедить его крайне сложно. А также, если эти люди совершенно не реализованы и либо же принципиально не идут по пути своего развития, реализации, потому как из этих людей есть такие моменты, встречаются, когда принципиально человек по каким-то своим внутренним соображениям не делает этого и не занимается, пытаясь показать обществу, что, конечно же, исключение из правил есть, и он это доказывает. Либо же по другим причинам. И у этих людей, которые идут совершенно не по своему пути, даже могут возникать некоторые одержимости собственными неосознанными
потребностями, которые прут вот просто из самой личности. И, конечно же, в основном они пользы не приносят, но зачастую приносят проблемы, которые этот человек опять и опять решает. И у некоторых даже это переходит в состояние нормы, что бесконечно нужно что-то решать. Человек живет на базе постоянных проблем. И когда у него все спокойно, он находится в гармонии, ему даже иногда не по себе. И он пытается создать некие проблемы, и если он их не создает, он пытается решить проблемы, найти какие-либо проблемы у своих знакомых и достойно их решать. А почему же так происходит, вы спросите? А потому что эти люди должны заниматься своим предназначением. Потому как если они не будут решать проблемы других, они будут сами себе создавать проблемы и потом их решать. И для того, чтобы быть на пути реализации, людям, рожденным 10 числа любого месяца, нужно заниматься такой деятельностью, как политик, юрист, врач любого направления, эколог может быть и преподаватель. И даже в некоторых случаях это может быть врач, направление как духовное, то есть духовное целительство может здесь тоже быть уместным. И если вы занимаетесь в одной из этой деятельности, либо, возможно, несколько, то вы находитесь на пути своего предназначения, и вы реализованный человек. И вы, помогая людям, будучи врачом, юристом, политиком, либо преподавателем, вы помогаете решать эти проблемы других. И тогда эта энергия, которая создана для проблем, для решения проблем, она уходит на решение этих вопросов. И никаким образом не затрагивает вашу личную жизнь, либо же вашу деятельность. В том случае, если вы не находитесь ни в одной из этих профессий, подумайте, что вы можете сделать, выбрав одно из направлений и сделать из этого хобби. И тогда эта энергия проблем, которая некоторых из вас беспокоит, мешает жить, переключится в ту сферу деятельности и освободит вас от бесконечной гонки непонятно зачем. И тем самым образом, если вы поменяете свою деятельность, либо добавите к вашей основной деятельности одно из тех направлений, которые я вам сказала, у вас может кардинально поменяться ваша жизнь. Уйдут некоторые черты характера, которые не нравятся, либо беспокоят вас или ваше окружение. Уйдет окружение, которое негативно влияет на вас, на ваше развитие, на вас как на личность, а придет к вам благодарность от тех людей, кому вы будете помогать решать вопросы в деятельности, в которой вы должны развиваться. И на этой базе позитива вы, конечно же, расцветете. У вас могут открыться другие таланты, о которых вы даже на данный момент и не подозреваете. И если же вы занимаетесь этой сферой деятельностью, о которой я вам сказала, вы будьте уверены, что вы на правильном пути. И если вас беспокоят некоторые проблемы, решить их вы можете, укрепив свою деятельность. Перенаправьте вот этот энергетический поток, который вас беспокоит, на вашу работу. И сделайте усиление, расширьте клиентскую базу, дополните какие-либо еще услуги. И тогда в вашей личной жизни все пойдет совершенно по-другому. Я надеюсь, вы меня услышали. Я надеюсь, моя информация была для вас полезна. И также напоминаю, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь и ставьте лайки. И до новых встреч!